Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мы в Испании». Мы сейчас находимся в Испании. Тема сегодняшнего нашего ролика – солнечные панели неэффективны. Дождь. Ну, конечно же, в такую погоду, вот как сейчас, у нас третий день идут дожди. И, естественно, те, кто установил солнечные панели с автономной системой и отключился от сети поставщика электроснабжения, естественно, испытывают значительные трудности. Наш один клиент позвонил нам и сказал, что у него стоят 3 аккумуляторных батареи, которые были рассчитаны на почти двое суток работы его дома. Ну, нагрузка там небольшая, но суть в том, что вот при такой погоде он остался без света, и пришлось ему заводить еще бензиновый генератор, который у него также был установлен. Так вот, друзья, поговорим о том, как быть в такой ситуации и проблема ли это для Испании. Конечно же, если у вас один источник питания и вы полностью перешли на автономную систему электроснабжения или ваш дом находится где-то в горах, то, естественно, проблема может быть. Но если говорить про наш юг, где мы сейчас находимся, то, друзья, у нас с лета не было ни одного дождя, с зимы не было ни одного дождя. И, естественно, когда сейчас пошел дождь, все радостные бегают, прыгают, радуются, и, наконец-то, наши сельхозработники польют свои поля за счет природы. Ну что, друзья, я, чтобы не быть голословным, сейчас вам покажу несколько скриншотов и, может быть, запущу видео. Это наши клиенты, которые вот с установленными солнечными панелями, разные объекты, разные мощности, но в любом случае вы видите на своих экранах, что мощность выработки на сегодняшний момент, прямо сейчас показывает порядка 200 Вт. Учитывая, что там установка есть и 5 киловаттная, и 6 киловаттная, и 12 киловатт, и все это выдает достаточно мало энергии. Ну, естественно, когда нету солнца, нету и выработки. Ну, друзья, смонтировав систему, находясь на юге, вы должны понимать, что здесь солнечных дней 350. И даже если вот 10 дней или там 15 дней, которые проходит дождь, они на вашу систему особого влияния не будут иметь. И в любом случае ваши солнечные панели в данный момент, когда идет дождь, они сейчас моются. То есть вода их чистит, слой пыли сойдет, и ваши панели в итоге будут вырабатывать намного больше энергии, чем до того момента, пока они были запыленные. Многие люди говорят, что или пишут в форумах специальных, что солнечные панели неэффективны. То есть солнечные панели могут быть неэффективны в тех странах, где действительно нету солнца. Это северные страны, это те регионы, где постоянная облачность, влажность повышенная и так далее. И, естественно, в этих же странах, вот мы видим по вот этим скринам, которые я вам только что показал, видно, что выработка будет, конечно же, минимальная. Даже вот сейчас час дня у нас, что должен быть сейчас самый пик выработки энергии, но вы видите, что выработки энергии, можно сказать, нету никакой. И, конечно же, если вы находитесь в северных странах, там, где нет большого количества солнца, может быть, да, солнечные панели не совсем эффективны. То есть срок окупаемости их вырастет там, от 15 до 20 лет. Но находясь здесь, в Испании, когда, я еще раз повторюсь, 350 дней в году у вас солнце, то вот сейчас окупаемость уже доходит меньше 5 лет. Там, у некоторых там 4-5, а большие системы 7 лет. Ну и, друзья, если в глобальном смысле посмотреть по поводу автономного электроснабжения и полностью перехода на снабжение только от солнца, то, естественно, нужно тогда иметь такой системный подход. То есть, помимо того, что нужно приобретать, естественно, современные солнечные панели, которые большей мощности, с большей эффективностью и с большим КПД. Потому что сейчас на рынке я вижу, что попадаются очень много солнечных панелей, в том числе даже в Испании. Мне вот совсем недавно попалась компания, которая распродавала свои панели мощностью 300 Вт, достаточно дешево. Но я считаю, что это уже старый век, и пользоваться этими панелями не совсем правильно. КПД последних панелей, которые вот сейчас выходят, они доходят уже почти до 23%. Ну а для того, чтобы ваша система была полностью автономная, на нашем сайте gselectro.es есть раздел инженерный, там есть калькулятор, и вы можете посчитать мощность, которую вам нужно аккумуляторных батарей, чтобы просчитать
сколько времени будет работать система автономно и сколько вам нужно в итоге батарей. А также хочу вам порекомендовать, в любом случае, какая бы автономная система не была, но если у вас есть возможность подключиться к тому же поставщику энергии, которая сетевая, скажем так, то даже хотя бы имея 1 киловатт, вы можете этим киловаттом заряжать свои батареи, и при этом вот в такие дни, именно в дождливые дни, вы не останетесь без света. Ну что, прошло совсем немножко времени, буквально пару-тройку часов, и, как вы видите, дождя как не бывало, даже самому не верится, хотя вот следы по песку остаются такие, что видно, что здесь были такие мощные потоки. Ну, а теперь посмотрим выработку вот именно сейчас, хотя уже вечер, где-то в районе 5 часов, то выработка, как видите, уже из 200 ватт приросла сразу в 5 киловатт. Так что, друзья, по поводу эффективности или неэффективности в южном побережье Испании, конечно, это может быть какие-то дни, когда бывает пасмурно, когда бывает дождь, но в любом случае, конечно, система эффективна и вырабатывает электроэнергию, ну, если она правильно была рассчитана и выполнена профессиональной бригадой. Ну, друзья, помимо солнечных панелей мы устанавливаем еще в том числе и каргадоры, так называемые. Это зарядные станции для электромобилей. Для того, чтобы, если вы установили солнечные панели, чтобы вы могли заряжать свой электромобиль, естественно, и от солнца, и в ночное время от сети. Ну, а наш друг, который живет в Хельсинки, он уже приобрел электромобиль, и его вот эта вся эксплуатация в течение года уже показала, что, естественно, это значительно выгодно, чем содержать любой автомобиль. У него в семье есть и дизельный автомобиль, и электромобиль. И, соответственно, он уже почувствовал свою выгоду этого приобретения. Если вам нужно установить солнечные панели или зарядные станции, вы теперь уже знаете, куда обращаться. Все ссылки, как обычно, будут под видео. Переходите, пишите на электронную почту mareval@aol.com. А также, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. И если вам нужен сделать проект, рассчитать, подсказать, или вы сомневаетесь в выгодности этого для вас, не стесняйтесь, пишитесь, я всем отвечу. Еще раз напоминаю, электронная почта mareval@aol.com, также интернет-веб-страница gselectro.s и, соответственно, Instagram, Telegram и все остальные ресурсы. Пишите в директ. Ну, это совсем немного то, что я хотел рассказать вам. Всем удачи, добра, позитива, хорошего настроения. Любуйтесь побережьем и получайте удовольствие от жизни. С вами был Алексей, канал «Мы в Испании». До новых встреч!